Всем добрый вечер. Мы сегодня решили прогуляться вдоль набережной по бульвару Ахмет Такуш в сторону Ататюрк, бульвара Ататюрк до площади. Сегодня 29 октября. В Турции праздник. Да, сегодня День Республики, один из главных праздников в Турции. Сегодня выходной. 97-я годовщина образования именно Турецкой Республики, как ей передали статус республики. Выходной день сегодня, все гуляют, погода хорошая. Сколько сейчас? Сейчас где-то 5 часов вечера и 22 градуса. Очень комфортно и приятно гулять. Здесь теннисные столы для настольного тенниса, и они постоянно заняты. Как мы не проходим, здесь всегда играют, все столы заняты. Молодцы. Молодцы, проводят выходные с пользой. По всей Турции можно видеть, как вывешены флаги государственные. Люди очень душевно, трепетно относятся к празднику. Вывешивают на балконах флаги. На балконах, на машинах, на подъездах, везде висят флаги. В торговых центрах. А мы идем, гуляем вдоль моря, дышим прекрасным воздухом морским. И надеемся, что сегодня будет салют. Да, надеемся. Надеемся, что мы его запечатлим. Очень бы хотелось посмотреть. Сейчас дойдем до центральной площади, посмотрим, как там. Должно быть все украшено. Может быть, даже какой-то концерт будет. Ну, посмотрим. Потому что мы, на самом деле, даже и не знаем. В прошлом году в этот день нас здесь не было, но, говорят, было очень торжественно. Был праздничный салют, гуляние. В этом году все равно ограничения есть. Да, собираться нельзя большим количеством. Сейчас все узнаем. Дойдем, посмотрим и покажем. Вот такое красивое море. Кастело-Фалания уже видно. Немножко солнышко засвечивает. Сегодня даже с утра был дождик. Поэтому так, в принципе, на улице не душно, хорошо, приятно гулять, свежо. Сейчас покажем вам море. Оно великолепно. Море до сих пор 26 градусов, я сегодня смотрела. Да, оно медленно остывает. Поэтому сегодня даже днем, по-моему, максимальная температура была 25, ну, как мне Яндекс показал, а море 26. Поэтому купаться, я думаю, что очень даже приятно. Что посмотрим, купаются ли люди. Но здесь не так много за счет того, что здесь на берегу есть природные камни. Как все красиво. Да, пальмочки, вообще красота. Цветы, все цветет. Вот. Апельсины, кстати, созревает новый урожай. Сейчас шли кругом апельсины, они уже не зеленые, а такие бледно-оранжевые. Уже есть даже оранжевые, мы видели. Так что несколько. скоро будем прямо дома делать Апельсиновый свежевыжатый сок. Вот, и по поводу того, что есть вот эти вот природные камни на берегу, мы на самом деле, ну, как бы для нашей семьи определили любимый пляж. Это первый пляж Клеопатры, его еще называют Эмлатаж. Там очень нам нравится и песочек, и вообще вход в море. Потому То есть что вот прям здесь, замечательно. потому что Да. вот здесь купаться некомфортно. Если Здесь вот так не плита кругом. отсвечивает, да, здесь вот и Здесь только скользко. рыбачество влезет. Купаться здесь не очень Заходить. комфортно. Но я уверена, что, наверное, у каждого человека есть свой любимый пляж, потому что здесь пляж несколько десятков километров, да, длится вдоль всей Алании практически. Поэтому я думаю, что любимые места есть у каждого. Пишите нам в комментарии, какие пляжи вам больше нравятся. Может быть, они даже будут ближе к нашему дому и будет тоже такой же шикарный. Может быть, даже там пересечемся с кем-то из вас. Конечно. Будем рады всех видеть. А
мы сейчас направляемся в сторону площади. И надеемся, еще успеем, зайдем до того, как стемнеет, в порт. Посмотрим на кораблики. Ну все, мы вперед. Смотрите, какая машина симпатичная. Да. Такая оригинальная. Олдскульная. И цвет приятный, такой розовый. Так что мы идем дальше гулять по такой красоте. Мы уже подошли к кафе Бистро Шекспир. Вот так вот он выглядит. Смотрите, сколько флагов висит на здании, включая Макдональдс. С этой точки ты снимала как-то, да? Да, мы как раз вот здесь рядышком мы снимали апарт-отель, Гюрсес апарт-отель. Я уже говорила в том видео, что здесь локация просто замечательная. Вообще все очень рядом. Сейчас нам остается пройти метров, наверное, сколько? 50, да? Нет, 150. Вот, и будет уже памятник Ататюрка и центральная площадь. Ну, вот флаги, да, везде видно. Сейчас слева будет магазинчик, где продают фирменную униформу или как это, одежда для Спорт-инвентарь, одежда. спорт-инвентарь. Местная команда Алания Спорт. Сейчас я вам покажу. Алания Спорт магазин. Здесь можно приобрести фирменные рюкзаки, маечки, штаны, в общем, спортивную одежду. А это, кстати, наверняка транслируют речь первого президента Турецкой Республики. Я уверен, что это его речь тогда, вот 97 лет назад. Ну вот. Мы заходим в парк, который находится около площади центральной, где фонтанчики. Такие вот красивые, как, такая беседочка большая со скамеечками, где можно посидеть, отдохнуть. И вот такой вот мостик, где получится прекрасная фотография. Давайте пройдемся.
прогуляемся. Здесь очень здорово. Приятно отдыхать. Здесь еще прохладненько за счет зелени и тенистости. Вот такая красота над нами. Я не знаю, как это назвать. В общем, из зелени такая крыша, которая защитит даже в солнечные дни, когда вы здесь захотите отдохнуть. Такие красивые цветы. Вообще, Алания — это очень зеленый город. Невероятно. Мостик. Я думаю, что если вы захотите, например, здесь что-то перекусить, взять с собой там сэндвичи, попить и устроить себе пикничок, вообще никто не будет против такой тенистой местности. И пальмы красивые. А мы идем дальше гулять. Мы вышли из парка. Посмотрите, какая красота. И сейчас направляемся в порт. Здесь вот справа. Да, вот как парк аттракционов. Можно покататься на машинках. Поиграть в боксера. Там еще какие-то автоматы. Так что можно с детьми здесь отдохнуть. Слева детская площадка с качельками. И вот впереди уже море и порт. Мы направляемся туда. Посмотрим, какие корабли сейчас пришвартованы. Смотрите. Магазины и бары начинаются с баров. Так, сейчас мы быстренько перейдем дорогу. Все во флагах, справа как красиво. Здесь ярмарка. Да, здесь, я так понимаю, все, кто хочет, может выставить свою продукцию ручной работы. Поильники для собачек. Угу. Есть парки для кошек с целыми домиками и такие вот поильники и еда для собачек стоят по городу. Кто хочет кукурузки, пожалуйста. Там впереди маяк. Детей можно порадовать шариками и кукурузой. Здорово. Такие штучки прикольные для детишек. И впереди мы уже видим Кастель оф Алания. Наверху также кафешки, есть жилые дома. Смотри, как красиво все. Да, небо шикарное. И еще есть апарт-отели. То есть можно, например, арендовать там себе. И будет у вас всегда такой шикарный вид на море. Там виллы, которые можно снять. Да, апарт-отели. Много ресторанчиков там на горе. Здесь вот тоже вот справа, там тоже ресторанчики. У них есть балкончики. И когда вечером там сидишь, очень красиво вот, смотришь на порт, когда все вот эти яхточки загораются огнями. Просто шикарно.
Можно попить свежевыжатый сок, купить водичку. Так что вся инфраструктура здесь есть. Тут большой кораблик, да, StarCraft. Здесь проводят дискотеки. Кораблики вообще красивые. Каждый старается чем-то выделить свое судно, чтобы оно было запоминающееся. Такие пиратские. Даже детишкам интересно посещать такие корабли. Там пенные, да, вечеринки, пенные дискотеки устраивают. Да. Остановки покупаться. Если на весь день, то там кормят обедом. В общем, здорово. Вот как раз там справа кафешки. Вот да, про которые я говорила. Вот на вторых этажах, на балкончиках, шикарные виды получаются на порт. В общем, здорово. И погода сегодня чудесная. Люди гуляют. Скорее всего, кстати, некоторые кораблики пойдут на вот эти вечерние, да, прогулки, когда уже стемнеет. Они так загораются красиво. Где-то там часовая, вроде как, прогулка есть у них. Можно вечером прокатиться, посмотреть со стороны моря на Аланию, на огонечки, как она выглядит. И понаслаждаться морем. Такая вот красота. Робин Гуд. Везде флаги. Неужели детям не интересно будет на таких вообще яхтах? классный. Такой это оригинальный. Я, по-моему, первый раз вижу. От такой. оформления только уже. Да. Интересно. Всегда на самом деле можно подойти сюда в порт. Почти около каждого судна есть люди, которые могут вам помочь организовать путешествие на кораблике Да, в любое для вас русскоговорящие. удобное время. Да, и по большому счету русскоговорящие, они также обеспечивают трансфер от вашего отеля или апартов. То есть не нужно самому сюда будет забираться, вас заберут в назначенное время. Вот. И вы проведете прекрасное время. Апельсинки. Сейчас включится иллюминация. Вообще вся улица заиграет. А мы уже приближаемся к Кызылкуле. А вот это же отель, да, впереди? Вот Капитан Liberty отель. С таким прекрасным видом. Спасибо. И вот такие жилые домики. Мы, да, не поедем сейчас кататься. Мы сейчас дойдем до башни, до Красной башни, Кызылкуле. Покажем вам ее, местную достопримечательность. И посмотрим, наверное, кафе Харбор. Какой вид оттуда открывается на море, на маяк. Ну, как раз говорили, что оттуда раньше и запускали салюты около кафе Харбор. Вот мы уже видим Кызылкуле. Стены замка уже подсвечиваются. Да, секундочку. А вот если у вас девочка, то можно на кораблике с феей покататься. Справа фонтан. Водопад, точнее, искусственный. Да, Очень красиво. красиво. Надеюсь, камера передает.
Так что в любое время вы можете выйти и прогуляться здесь. И понаблюдать такую красоту. Сейчас еще не стемнело, поэтому еще подсветка, ну, очень редко где встречается. Прям минут, наверное, через 20, да, уже будет все сверкать, гореть, и будет прям очень красиво. Мы решили прогуляться до маяка. Смотрите, какая красота. Море. Кораблики. Вот такая вот дорожка ведет к маяку. Здесь собираются рыбаки. Вот здесь припаркованы яхточки. Невероятно красиво. Вид шикарный. Витя делает фото на Инстаграм. Подписывайтесь на наш Инстаграм. А я иду с вами дальше. Мы немножечко к маяку сейчас туда пройдем. Впереди у нас видно надпись I love Alanya. Справа рыбаки рыболовят. Ну, вот Такие, отсюда, да, как открывается, смотри, да, такие стены. здесь такие камни огромные. Стены так подсвечены, да, красиво? Да, все уже Красиво. начинается подсветка. Очень там вот красиво. Как Там раз таки верфь. историческая верфь. Надо тоже туда сходить, снять вам видео. Просто шикарно. Виды здесь красивые, здесь стоит гулять. А маяк видно? Маяк впереди. Если вы где-то остановились в других районах Алании, там подальше от центра, то в принципе не проблема на автобусах доехать до автовокзала. Мы когда ездили автобус, например, от автовокзала до Манавгата стоил 7 лир с человека в одну сторону, то есть это где-то 70 рублей, и прогуляться. Автобусы ходят каждые 10 минут. Вот так все это выглядит красиво. Отсюда тоже вся Алания на ладони. Хорошо, что еще не стемнело, мы успеваем до маяка. А вот здесь раньше по четвергам парковались огромные лайнеры из Европы. Парковались, пришвартовывались, да, парковались с европейцами. Просто они были настолько огромные, как, наверное, 15-этажные дома. Невероятно большие. Их было видно даже с I love Alanya. Какие они красивые, с подсветкой. В общем, шикарные. Но, видно, с пандемией уже таких туров нет, потому что мы не наблюдали в этом году. Мы дошли до маяка. Вот такая вот отсюда открывается красота. Просто чудесно. Тут такой путь мы проделали. Посмотрите. Просто шикарно. Море спокойное. Приятный ветерок. Спасибо вам за просмотр. Конечно, с этого положения салют не очень видно.